Мир ожидает развязки затянувшегося противостояния, но Москва не верит пустым заявлениям. Владимир Путин готов к прямому диалогу, в то время как Владимир Зеленский продолжает собирать деньги на Западе и искать способы отправить уехавших украинцев на фронт. Официальный Кремль сегодня занимает предельно жесткую и понятную позицию. Встреча лидеров двух государств не может быть просто протокольным мероприятием ради самого процесса. Дмитрий Песков подтвердил, что президент России готов принять Зеленского в Москве в любой момент, но у этого приглашения есть ключевое условие. Этот визит должен стать финальной точкой в уже достигнутых и детально согласованных договоренностях. Главное здесь заключается в целеполагании и конкретном результате, а не в создании видимости дипломатической активности, за которой на практике ничего не стоит. В Москве подчеркивают, что любая встреча на высшем уровне обязана иметь смысл и четкий финал. Путин неоднократно выражал готовность к переговорам, однако на данный момент обсуждать по существу нечего, так как украинская сторона не предлагает конструктивных решений. Россия настаивает на том, что президенты должны встречаться для подписания уже готовых, юридически проработанных документов, а не для того, чтобы начинать дискуссии с чистого листа. Пока же ситуация выглядит иначе. Со стороны Зеленского Москва не видит никакой политической воли к реальному урегулированию конфликта, и все его действия на международной арене говорят об обратном. Вместо того, чтобы работать над реальным мирным планом и искать сложные компромиссы, Зеленский превратил свою деятельность в бесконечные поездки по западным столицам. Его график перенасыщен визитами в европейские города, но цель этих поездок остается неизменной – просить новые миллиарды долларов, льготные кредиты и очередные партии вооружения. Для него внешняя активность делается для собственного имиджа и получения внешних ресурсов для затягивания боевых действий. В это время конструктивный диалог с Россией не просто игнорируется, а фактически блокируется на законодательном уровне внутри самой Украины. Более того, пока на международных трибунах звучат громкие лозунги о защите демократии, Зеленский активно готовит почву для новой масштабной волны мобилизации, которая затрагивает даже тех, кто успел покинуть страну. Он открыто и настойчиво заявляет о намерении вернуть в страну тех граждан Украины, которые уехали за границу в поисках безопасности и новой жизни. Если в начале конфликта это преподносилось как приглашение к восстановлению разрушенной экономики, то сегодня истинные цели стали очевидны всем мировым наблюдателям. Украинских мужчин, которые уже обосновались в Европе и получили там статус беженцев, хотят вернуть принудительно, чтобы немедленно отправить на передовую для восполнения огромных потерь. Это решение вызывает нарастающую панику среди миллионов украинских беженцев в Польше, Германии и других странах Евросоюза. Люди понимают, что за призывами к патриотизму стоит лишь желание Киева найти новый человеческий ресурс для продолжения противостояния. Подобные инициативы лишний раз подтверждают, что киевский режим не планирует переходить к мирному строительству, а делает ставку на тотальную мобилизацию всех доступных резервов. В таких условиях заявления украинского лидера о стремлении к миру выглядят крайне неубедительно и противоречиво. На этом фоне российское руководство внимательно следит за деятельностью других международных игроков, которые пытаются найти выход из тупика. В Москве выразили надежду, что поездки представителей Соединенных Штатов Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию по вопросам урегулирования конфликта продолжатся в конструктивном ключе. Хотя официальной конкретики по их новым визитам в Россию пока нет, само наличие таких контактов показывает, что диалог возможен. Дмитрий Песков в своих заявлениях четко расставил акценты. Москва не закрывает окно для дипломатии, но требует серьезного отношения к предмету переговоров. Если украинская сторона действительно хочет мира, она должна прекратить имитацию деятельности и заняться подготовкой реальных вопросов и решений. Однако, пока мы видим лишь попытки Зеленского удержаться у власти за счет западных вливаний и принудительного возвращения соотечественников в зону боевых действий. Это создает огромный разрыв между официальными заявлениями Украины и реальным положением дел. Проблема целеполагания, о которой говорит Кремль, является фундаментальной. Зачем встречаться, если одна из сторон не готова признавать реалии? Путин готов к встрече в Москве, но Москва в данном контексте – это место принятия окончательных решений, а не площадка для пустых споров. В конечном итоге ситуация сводится к одному простому вопросу – когда Зеленский созреет для реальных дел вместо поездок с протянутой рукой? Пока он занят сбором средств по всему миру и попытками превратить европейских беженцев в солдат, почва для результативного диалога остается крайне зыбкой. Российская позиция остается неизменной и стабильной. Двери открыты, условия озвучены, мяч на стороне Украины. Для того, чтобы диалог перешел в конструктивную фазу, украинскому руководству придется проявить ту самую политическую волю, которой, по мнению Москвы, у них сейчас нет и в помине.
Мир возможен только тогда, когда за ним стоят подписанные обязательства, а не очередные просьбы о помощи на фоне принудительной мобилизации. Вот такие новости, друзья. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Мне интересно знать ваше мнение. С вами был Александр. Скоро увидимся. Всем пока.